Добрый день, друзья! Я рассказала о всех наших питомцах, о 4 котах. Есть плейлист, где собраны эти все видео, и кому интересно посмотреть о наших питомцах, проходите, смотрите. И сегодня рассказ о нашей маленькой собаке, которая у нас появилась ровно год назад. И мне весь этот год, как бы вы ни просили, рассказывать о нем пока не хотелось. Потому что собаку мы взяли взрослую, ему было 2 года, и взяли мы его по объявлению на Авито. Вот бывает такое, когда ты понимаешь, что у тебя были собаки, тебе очень хочется собаку, но были у нас собаки. Мы их брали щенками. У нас был карликовый пудель и дог. Покажу фотографии, где-нибудь они появятся. И мы знаем, что такое собака, но мы их брали щенками. Одному было 1,5 месяца, другому было 2 месяца. Разница у них была в 2 года. Пуделю было 2 года, когда мы приобрели дога. И это были наши любимые собаки, которые выросли с нами и прожили дог 11 лет, а пудель 16 лет. Они понимали нас с полуслова. Они оба прошли курс дрессировки, но минимальной дрессировки. Конечно, мы не занимались с кинологами, мы занимались с ними сами. Да мы еще были молодыми, это было интересно. Они с нами ездили на море, они с нами ездили в горы. Собаки слушались беспрекословно, никогда не ходили ни на каких поводках, знали все команды, основные команды. То есть команда «ко мне», команда «рядом», команда «фу» – это основные команды, которые должна знать каждая собака. И нам казалось, что если мы возьмем щенка, а сколько объявлений на Авито «отдам собачку в хорошие руки», наверное, даже страшно смотреть. Год собаки, 2, 3, 4. Я понимаю, когда что-то случилось с хозяином, и собака осталась одна. А когда хозяева отдают собаку, значит, что-то не так. Однозначно что-то не так. Но не с хозяином, а, как все считают, с собакой. И вот, увидев такое объявление, я не знаю, по каким причинам, но вот увидела фотографию, и вот эта собака запала в душу. Не знаю почему. Может быть, у него были очень грустные глаза, может быть, еще что-то. Но оставили телефон его хозяевам, они созвонились, мы долго очень с ними общались, они выбирали хозяина для своей собаки и хотели, наверное, отдать, не знаю, чтобы не волноваться, наверное. Потому что они его действительно любили. И любили, и любят до сих пор. Я до сих пор посылаю им фотографии. Они очень рады, что он попал именно к нам. Но мы-то были в ужасе. Давайте позовем все-таки собаку. Ричи, Ричуль, Ричи, иди ко мне. Ричи. Ричи, иди ко мне. Ричи, скорее. Иди ко мне. Иди, мой золотой мальчик. Иди ко мне. Да. Не, ну не к папе, иди ко мне. Ну я же звал, поэтому ко мне. Папа звал, да?
Иди, я тебя возьму на ручки. Иди, мой золотой. Иди, я тебе всем покажу. Но не всегда нам еще хочется выполнять те команды, которые... Я понимаю, ты мне принес тигра, но мне хотелось бы, чтобы было видно тебя хорошо вместе с тигром. Давай. Рич, ко мне. Ко мне скорее, скорее. Мой золотой, моя умница. Ну, с тигром в зубах, конечно. Ну, куда ж мы без тигра? О, ой, там любимая игрушка лежит. Дай нам игрушку скорее. Вот она, вот так. Без этой игрушки у собаки жизнь не та. Ах, тебя никогда на стол не ставили. Игрушки это наше все, наша любимая. Подожди. Ой, ну я понимаю, я понимаю. Я тебя очень прекрасно понимаю, да? Ну давай так вот немножко в камеру покажем, какой ты у нас замечательный. Ричард, посмотри на меня. О. Ну, это Шила. Это, конечно, Шила. Давай я тебя... Ну, все. Сейчас мы немножко успокоимся, я еще раз его возьму на руки, потому что очень уж любит он с игрушками заниматься. Ну, будут фотографии. Фотографировать его тоже сложно, потому что уж очень он активный. А что случилось, Рич? А? Что случилось? Продолжение истории. История такова, что мы в конечном итоге договорились с хозяевами, что мы его забираем. И когда мы подъезжали к дому, подъехали, идем уже навстречу, и даже не видя собаки, мы слышим лай собаки. То есть собака лает, не переставая. Вот он идет с хозяином, со своим бывшим хозяином на поводке, и мы понимаем, почему его отдают. Ну, все понятно. Листики везде, да? Надо на все полаять. И на листики, и на птичек. Когда первый раз без поводка, первый раз в жизни, да, Ричуль? Ричуля? Вот так, вот так. Да. Посмотри на меня. Ой, как здорово, да? Ой, как здорово. Свобода, свобода. Да, да. Я тебя и поймать не успеваю. Я не хочу ничего сказать плохого о его хозяевах. Они его действительно безумно любили, но не справились. И сказать, что у него плохой характер, я тоже не могу. Он очень добрый, очень ласковый. Но, видимо, да, я тебе рассказываю, да. Ну, может быть, в силу того, что они не знали, как воспитать маленького щенка, у них и не получилось. А когда не получается, когда дома сплошной лай и дискомфорт, отдают собаку в хорошие руки. И почти год мы стараемся перевоспитать это маленькое чудесное создание. Первые недели были очень сложные, потому что у нас 4 кота, а собака, конечно, не привыкла к тому, что есть еще кто-то. Есть какие-то коты,
какие-то животные, какие-то раздражители. Это был лай в квартире постоянный. Любое мое движение кота. Ну, правда, Юля с ним очень быстро нашел общий язык. Вот умница. Он тоже пришел рядом с Юлей, как раз и лег на диван в это время. Юля нашел с ним быстро общий язык. С Юлей они почти подружились. С Лаки у них нейтралитет, с остальными котами они могут вместе и поиграть, могут и порычать. Ням-ням. Рич, Сёма хочет быть звездой Ютуба, а ты ему мешаешь. Ну, в общем-то, за этот год в доме все тихо и спокойно. Сейчас из-за поворота появляется собака. Бежит на балкон. Кладет... Ну, клади. Дает Деме мячик. Ну, клади, Деме, не рычи, а клади. Вот, положил Деме мячик и ждет, пока Дема начнет с ним играться. Но когда мы его забирали, вот нюансы, когда отдают собаку, рассказывают, что все хорошо, мы ее просто отдаем. Но вот одна деталь, которая запала в душу, и я даже не смогла выбросить эту деталь, с которой нам его отдали. Вернее, как поводок я сняла, потому что он нам не подходил, мы ходим гулять на шлейке. Но вот на поводке был нашит вот такой строгий ошейник для такой маленькой собаки. У нас, когда мы занимались с догом, у него был такой ошейник, почти такого же размера, но мы его не использовали. Этот ошейник, он, если он полностью, он на удушение собаки, то есть к горлу собаки приставлены вот эти шипы. И когда затягивается поводок, они ему давят. Собака была не социализированная вообще. То есть гулять с ним было невозможно, потому что он... Ну вот мы поняли, что он боится всего. Он боится людей. Это первое. Он боится собак. Он лает на все. Он лает на листики, которые летят с деревьев, на пух, который летит с тополей. Ну уж я не говорю про кошек, птичек и все остальное, но гулять с ним было невозможно. Даже никто подойти не мог, мимо пройти не мог. Мы не могли мимо пройти, потому что лай был все время. Ну и еще, с ним просто гуляли, но гуляли поздно вечером. А коты видят в темноте, а собака в темноте видит очень плохо, и ему очень-очень страшно. А днем, видимо, не было времени, или по утрам не хватало времени, потому что все работали и, конечно, выводили собаку тогда, когда было это удобно. Отдали с ним пеленочку и сказали, а собака дома может ходить в туалет на пеленочку. Я это вытерпела ровно 1 день и сказала, нет, никаких пеленочек у собаки быть не может. Если мы взяли собаку, мы за нее несем полную ответственность. И мы с ней будем гулять и утром, и вечером. И через 3 дня про все пеленочки мы забыли, и мы с ним только гуляем. Собака прекрасно себя чувствует, но есть такие нюансы, когда то ли я хочу гулять, то ли я не хочу гулять. Ну, не привык он к этому. Но это было все
в первое время. Слово «место» для собаки место – это его защищенная и любимая территория, на которой он всегда спокоен, может спать, может принести туда косточку, может сложить туда игрушки. Но это его место, где его никто не будет беспокоить. А для Ричи место, когда ему говоришь «место», для него это карцер. Он туда идет, ну как на Голгофу, прижав ушки. То есть для него это тюрьма. Это было очень страшно. Что не так-то? Вот такая злыдня. Ой-ой-ой-ой, такой злой пес. Переучить собаку, чтобы место стало его родным. Вот мне сейчас приходится доставать это место, доставать его лежанку, приносить ему туда, давать его косточку и говорить, что здесь все хорошо, здесь ты можешь съесть эту маленькую косточку, и тебя никто не тронет, у тебя никто ее не отберет. Какой у тебя рог красивый. Что, набегался? Мокрый весь, да, после прогулки? Мокрый? Мокренький? Можно я возьму? Нет. Жадина? Ой, какая жадина. Да, и не... Ой, жадная какая собака, жадная, злая собака. И когда сейчас, у нас в силу того, что коты тоже любят полежать на Ричином месте, мы его не оставляем все время. Я ему это место приношу, когда нужно. А сейчас, через год, вот прошел год, и оно у меня лежит вот под этим столом, и он подходит и просит, чтобы я достала его лежанку, положила ему, он там полежит, поспит спокойно. Но, правда, туда и какой-нибудь кот обязательно к нему зайдет и тоже полежит вместе с ним. Два друга. Такие умнички. Ты ко мне пришел, Юлечку там оставил, да? Ой, какие были еще нюансы с ним? С собаками он и по сей день не может подружиться. Но не со всеми. Потихонечку, медленно, но верно мы подходим, когда гуляем, к каким-то маленьким собакам, которые дружелюбно относятся к нему. Есть уже прогресс и в этом вопросе, но с крупными собаками он их действительно боится. Пока с крупными собаками не получается, а у дочери как раз крупная собака. И вот мы никак не можем их подружить, а очень бы хотелось. Но я думаю, что пройдет какое-то время, и обязательно они подружатся. Ну вот видите, сейчас они практически все лежат на диване, Ричи лежит вместе с ними. А первую неделю, когда мы его привели домой, я с ним просидела всю неделю. Он у меня был на поводке. Выпускала его в одной только комнате и только на поводке, пока ходили коты, пока они привыкали друг к другу. Ну вот видите, через год они могут спокойно находиться рядом вместе, и никакого ни лая от собаки, ни дискомфорта от котов. Еще что было такого, что мы уже переступили черту, и у нас все это двигается в очень хорошем направлении. Его нельзя было погладить.
То есть, когда собака должна подойти, ты ее должен позвать, и ты ему говоришь: хорошо, умница, погладить по голове. Невозможно было. Он кусался. И кусался он здорово. Пальцы у меня были покусаны. Ну, правда, раза 3 всего так получилось. До ушей нельзя было дотронуться. Сейчас мы можем и ухо посмотреть, и по голове погладить. И он щечку подставляет, чтобы его поцеловать. Сейчас он совершенно другой. Лапу нет. Лапу не дает, потому что его, оказывается, носили ветеринарку в переноске. Он в ветеринарной клинике очень боится. Но сейчас мы ходим делать прививки, и это уже не так страшно, как было. И ему стригли когти. А сейчас мы очень много гуляем, и когти нам стричь не приходится, потому что он просто их стачивает об асфальт. Но лапу все равно не дает. Видимо, детские воспоминания еще не дают ему возможности. Я могу взять лапку, но он может сказать так: немножко, но рыкнет. Но понимает, что обижать мы его в этом плане не будем. А уж по голове погладить, а уж сказать, что он самый любимый, самый хороший, самый умный, это для собаки сейчас счастье. И когда мы уходим из квартиры и возвращаемся, через где-то месяцев 8 собака поняла, что она должна выбегать, вилять хвостиком, встречать хозяина. И все это делать молча. Вот так долго, сложно идет перевоспитание, воспитание, социализация собаки. Я очень довольна, очень счастлива, что мы взяли Ричи. Звали его совершенно по-другому. Не буду говорить, как его звали. Но он очень привык быстро к этой кличке. Мы очень довольны, что у нас появился такой питомец. Сейчас мы гуляем только на поводке, потому что команду рядом без поводка он еще не выполняет, но на поводке он очень хорошо идет рядом. На людей он уже внимания не обращает. Мы ходим с ним довольно-таки далеко, к большим магазинам, где мы можем встретить большое количество людей, для того, чтобы он понимал, что люди ему не враги, и лаять на них не нужно. Мы специально делаем такой с ним вояж утром, ну, примерно на час. Мы гуляем, встречаем людей, мы не обращаем на них внимания, никакого лая, никаких пушинок, тополей, никаких листиков. Мы на все это уже никакого внимания не обращаем. С собакой очень приятно гулять, потому что наши прогулки – это не только воздух, не только гигиена, но еще и небольшое обучение. Мы переходим дорогу, мы смотрим на светофор, но я смотрю, а Рич в это время сидит, ждет, пока включится зеленый свет светофора, потом идет рядом, потом я обязательно ему даю команду сидеть и команда гулять. Но гулять на поводке, то есть он может бежать чуть дальше, впереди меня. Гуляй. Очень важные дела. Скорей. Такая тишина, я поясняю, что происходит. Если я остановилась, собака должна вернуться ко мне и самостоятельно выполнить команду сидеть. Вот он стоит рядом со мной, но не садится. Рич, сидеть. А тут еще птички летают, что-то мешает. А нельзя? 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 Нельзя. Надо подойти и сидеть.
много раздражающих факторов на улице. Сидеть. Вот так. Вот так. Хорошо. Умница, мальчик. Гуляй. Очень хорошо обучаемая собака. И еще то, что мы научились, ну, пока делать дома. Ведь для собаки, когда он гуляет, команда «фу» или «нельзя» – это основная команда. Так вот, наши собаки, которые прожили с нами очень долго, о которых я рассказывала в самом начале, они всегда брали что-то с моей руки, с руки моего мужа, с руки дочки только по команде. По команде можно. Даже если это лежит кусок мяса. А если приходили друзья, то есть те, кто ему не знакомы, ну, для нас, будем говорить так, для нас это чужой человек, который пришел к нам в гости, положив на руку кусок мяса, кусок колбасы и сказав слово «можно», наши собаки никогда ничего у чужих людей не брали. А так как всегда есть, в кавычках, добрые люди, которые готовы разбросать отраву, команда «фу» и команда «нельзя» – это самое важное. И вот эта команда «можно», когда даешь на руке, и когда он что-то хочет подобрать на улице, ну а собака же всегда все обнюхивает. Вот это очень важно, научить его дома не брать ничего с пола. И точно так же это переходит у нас на улицу. Мы не кинологи. Мы пообщались, когда его взяли, пообщались с большим количеством не только кинологов, но и собачьих психологов. Нам сказали, что это будет процесс очень длительный, долгий, и только добротой, лаской и правильным воспитанием вы сможете его не то что даже перевоспитать, а сможете его адаптировать в общество, адаптировать с котами. Мне казалось, что мы никогда этого не достигнем. Но вот сейчас это все выглядит совершенно по-другому. Спокойная собака, спокойно все в доме. И сейчас постараемся вам снять видео, как он действительно выполняет вот эту команду. Вот в конце видео закончим на том, что сейчас попытаемся дома снять вот этот процесс, когда он подходит и берет с руки. Ну, в общем-то, собака, как мы ее называем, гениальная. И очень-очень любимая. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Что? Руки он очень боялся. То есть, если я поднимала руку, то он прижимал уши и прятался. Рич, сидеть. Сидеть. Молодец. Молодец. Сидеть. Можно. Можно. Ты мой хороший мальчик. Иди поцелуй мальчика. Иди ко мне сюда. Ко мне. Сюда. Да я понимаю, что ты там все видишь. Давай. Давай поцелуй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ты все видишь, хитрый. А лежать? Вот умница. Вот умница. Лежать, лежать, лежать. 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 Ложись, ложись. Да я понимаю, что ты видишь и будешь все выполнять. Можно? Молодец. Молодец. Хороший мальчик. Сейчас подожди, я беру. Скажи, ну что-то мяса мало было, да? Что-то было мало мяса. Да, вот такой. Вот такой ты мой золотой. Ты мой золотой, спокойный мальчик. Да?
А что так ушки? Вот это называется ушки Бэтменом. Да? Да, мой красавец. Ты мой золотой красавец. Вот так вот. Мамин. Ты мамин или ты папин? Ты чей? Давай щучку. Я свой собственник, скажи, Ричард. Манипулятор. Ох, какой манипулятор. Да. Давай мы можем показать, как мы вот так можем ушко трогать. Да, вот так погладить ушки у мальчика. А лапку? А вот видите, как лапку мы не хотим давать. Мы сразу морду делаем так. Козью морду сразу делаем. Вот так. Да? Ой, как ты любишь, когда тебя любят, да? Ой, как же ты любишь, когда тебя любят. Что? Ну, давай щеку. Давай щечку поцелуй. Вот так. Еще давай щечку. Ну, манипулятор. Беги, давай нам мясо. Хорошо, хорошо, ты молодец. Ты молодец. Давай, неси игрушку какую-нибудь, неси игрушку. Где тигр? Ну, принеси игрушку. Любую. Ищи, где тигра. Тигра или синюю игрушку ищи. Давай, иди ко мне. Да неси игрушку, ну ко мне это хорошо. Молодец, хорошо, знаешь ко мне, да? Игрушку принеси. Принеси игрушку. Неси игрушку. Синюю игрушку неси. Игрушку. Дай игрушку. Я так не могу трогать. Ко мне придешь? Ко мне. Нет, надо игрушку же принести, да? Ну где же игрушка? Нет. Тигр. Тигр. Где-то тигр есть, наверное. Принеси тигра. Ричи. Вот тигр, он. молодец. Вот он тигр, да, мой золотой. Как, скажи, долго искал тигра. Вот умница, вот умница. Да. Вот такие мы шустрые. Зачем же ты тигру отгрызаешь хвост? М? Скажи, тигр на то и сейчас будет рычать. Ну, я же не забираю игрушку у тебя. Нет. Дай мне игрушку. Дай? Нет? Дашь? Давай. Дай. Угу. Ну дай. Ну дай будем играться. Ну никак это у нас, вот это у нас еще никак не получается. Отдать игрушку, да? Нет. Ты моя зайка. Да? Ну, в общем, вот такая у нас собака. Да? Да? Да, мой бычок. Да, мой золотой. Да, мой золотой. Мой хороший. Хороший мальчик. Сиди.